Привет, друзья! Мы продолжаем наше путешествие по Италии и сегодня отправляемся в сторону Триеста. По пути из Линьяна мы сделали остановку в удивительном месте. Это Систиана. Небольшая бухточка, спрятанная между скалами, с кристально чистой водой и живописными апартаментами. Место очень красивое, но и довольно дорогое. Кстати, если вы смотрели наш предыдущий фильм про Линьяна, то помните, что мы там сильно разочаровались. Гостиница оказалась не самого лучшего качества, сам город слишком шумноват на наш взгляд. Где-то какие-то были неприятные сцены в виде уличных разборок. В общем, от Линьяна у нас остался негативный осадочек. И вот на контрасте Систиана. Смотрится она совершенно иначе. Это маленькое местечко, не рассчитанное на массовый туризм. Тут все более камерное, спокойное, ухоженное. Благодаря этому ощущения совсем другие. Здесь вряд ли можно испытать такое разочарование, как в Линьяно. Ну, конечно, никто не гарантирует и гарантии не даст, что ничего не произойдет, но сама атмосфера более закрытая, можно сказать, даже такая бутиковая. Посмотреть на бухту можно не только снизу, но и сверху, прямо с дороги, которая проходит по скалам. Здесь есть специальные карманы, остановки на скале, и оттуда открываются просто потрясающие виды. Апартаменты в Систиане начинаются примерно от 200 евро за сутки. И часть домов расположена прямо у самой воды, там будет дороже. У некоторых владельцев во дворе, словно вместо парковки, стоят собственные яхты, пришвартованные к личному берегу. Рядом находится марина со множеством яхт, туда ведет дорога вдоль берега из самой бухты. Да, надо признать, что далеко не всем по карману такой отдых. Тут некоторые апартаменты стоят и 250, и 350 евро за ночь. Встречаются варианты за 400 евро и более. Согласитесь, сумма не маленькая. Но если задуматься, вы же тратите примерно те же 200-300 даже евро, когда устраиваете, например, дома праздничный стол, юбилей, день рождения с угощениями для гостей. Так вот, лично мое мнение, я никого не призываю, но вместо того, чтобы закатывать пир и всех кормить, сохранить лучше эти деньги и съездить хотя бы на одну ночку в Систиану. Поверьте, вы не пожалеете. Такие впечатления продлевают вашу жизнь, а друзья пусть поздравят вас по Фейсбуку. Сзади Систианы возвышаются скалы, и чуть выше находится деревня, как бы Систиана туда продолжается. Но там жизнь поспокойнее и жилье подешевле. Конечно, там можно остановиться, там где-то от 100 с чем-то евро за ночь и далее, но там уже не так живописно. Потому что это уже не прибрежная часть, и оттуда не открываются такие красивые виды, как из самой бухточки. Но есть у Систианы свои минусы. Дома, апартаменты стоят так плотненько друг к другу, почти как ячейки в пчелином улье. Лично для меня это, слишком близковато. Да и сама Систиана, в принципе, это не город такой для прогулок, то есть там негде даже прогуляться. Там есть только берег, марина и, собственно, терраса с видом на море. Но, в принципе, вид на море такой, что и ходить-то никуда и не хочется.
Но несмотря на то, что место немножечко напоминает пчелиный улей, виды здесь по-настоящему завораживающие. Место все равно остается интересным для остановки, поэтому смело могу порекомендовать вам его. После Сестианы мы выдвинулись дальше в сторону Триеста. Дорога из Сестианы в Триест сама по себе невероятно живописная. Она идет все время достаточно высоко над морем, а с другой стороны нависают скалы. Получается очень драматичный вид, но очень красиво. С одной стороны отвесная стена, с другой стороны море и горизонт. Из машины открываются потрясающие виды. И на дороге есть карманчики, где можно остановиться и спокойно полюбоваться этой красотой. Так мы постепенно подъехали к Мирамаре. Здесь уже совсем другая атмосфера. Людей гораздо больше, много туристов. И парковки заняты почти под завязку. Особенно тяжело найти свободное место в выходные, в хорошую погоду и вечером. Но нам все-таки удалось припарковаться. Парковка у Мирамары платная. Первый час стоит 2 евро, второй час 4, третий 7, а начиная с 4 часа еще 4 евро за каждый час. Но сам вход в парк при этом бесплатный, так что можно гулять по территории замка совершенно бесплатно. Смотри, там какая рыба. Самая лучшая колбаса — это рыба. Дорвалась посмотреть, что я смотрю. Вон, смотри, какая огромная плавает. Прямо около берега. Рядом с ней еще одна. Да, еще одна. Там их 3. А там вон какие сидят. Птички. Прелесть. Очень красивое место. Все уехали в отпуск? Да. Все уехали в отпуск. В доме никого. Дом пустой, без царя? Без царя. Катер пошел. Красивый. Ах, как тут красиво, да? Собаке нравится. Да, сейчас еще сиганет туда. На дроне внутри нельзя летать. Ага. На дроне нет. Собака на привязи. А где ты видишь, что дрон запрещен? Ага, ну просто я этим поснимаю. От парковки к замку ведет прогулочная дорожка. Она идет вдоль моря, но почти все время закрыта деревьями. Растут здесь в основном сосны и платаны, а кое-где лавры и магнолии. Это очень разумно. В жаркий день идешь в тени, не изнываешь от солнца, а с моря еще и дует свежий ветерок. Получается настоящая прогулка-отдых. Уже подходя к замку, попадаешь в парк, и здесь встречаются красивые перголы. Деревянные арочные конструкции, увитые растениями. Они тоже создают тень и ощущение прохлады. Все это часть продуманного проекта парка, который в XIX веке задумывал архидюк Максимилиан Габсбург.
Внутрь самого замка мы, к сожалению, не заходили. У нас не было времени на это. Нужно достаточно много часов, если вы хотите увидеть все. Можно бродить по аллеям, смотровым площадкам и набережным достаточно долго. Мы же прогулялись только вокруг самого замка, который стоит прямо на утесе над морем. И даже этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать атмосферу места и насладиться всей его красотой. Что же такое архидюк? Это титул в Австрийской империи. Выше герцога, но ниже короля или императора. То есть архидюк – это представитель императорской семьи. Максимилиан был младшим братом австрийского императора Франца Иосифа I. По сути, он был принцем, только с австрийским титулом. Замок Мирамаре начали строить в 1856 году, и через 4 года он уже был готов. Название Мирамаре переводится как «смотреть на море», и оно полностью оправдывает себя. Замок стоит прямо на скале над Адриатикой, и с любого ракурса отсюда открываются потрясающие виды. Если обойти замок вокруг, видно, что он словно продолжение скалы. С одной стороны белоснежные стены и балкончики, а с другой стороны бескрайнее море. Внизу находится небольшая пристань, а рядом можно увидеть даже египетского сфинкса. Это скульптура, привезенная сюда из путешествий Максимилиана. Он любил собирать экзотические растения и предметы. Сегодня парк замка занимает 22 гектара. Тут можно гулять часами, аллеи, смотровые площадки, редкие экзотические деревья, фонтаны. Но даже если только ограничится территория вокруг замка, впечатлений хватит с головой. Белый камень, шум волн, свежий ветер и бескрайняя синева моря. И напоследок маленькая легенда. Вы, наверное, заметили, что где бы я ни была, я люблю откопать легенду этого места и рассказать вам. Делюсь. С Мирамаре связано поверье, что этот замок проклят. Говорят, ни один мужчина, который здесь жил, не нашел своей счастливой судьбы. Сам Максимилиан, после того, как построил этот замок, вскоре уехал в Мексику. Был он очень амбициозным, там он стал императором, но был казнен всего в 34 года. Его супруга Шарлотта вернулась в Европу, но провела остаток жизни в безумии. Но замок Мирамаре никогда не пустовал. За ним всегда присматривали. Здесь жили родственники, члены династии и позже другие высокопоставленные люди. Однако и их судьбы чаще всего оказывались трагичными. Никто так и не обрел здесь настоящего счастья. Поэтому и родилась легенда, что замок Мирамаре – место невероятной красоты, но с печальной судьбой всех, кто в нем поселяется. Многие считают его словно проклятым, и он манит своей романтикой и видом на море. Но за этой красотой скрывается длинная цепочка несчастливых историй. К счастью, сейчас в замке Мирамаре никто не живет. И кажется, вся мрачная энергетика, которая когда-то здесь была, давно ушла. Замок вместе с парком открыт для всех, и вокруг всегда много счастливых, любопытных туристов. Думаю, они уже 1000 раз зарядили это место своим смехом, интересом и позитивом, поэтому атмосфера тут стала совсем другой, легкой и радостной. Может быть, Мирамаре просто ждал того момента, когда он будет открыт не для 2-3 человек, а для многих людей со всего мира. И поэтому сейчас он ощущается таким светлым и гостеприимным.
А еще у подножья замка прямо в море можно увидеть группы детей, которые учатся сноркелингу. Их радостные голоса и смех добавляют этому месту еще больше жизни. Так что замок, когда-то связанный с печальными историями, сегодня приносит скорее радость и пользу, чем какие-то несчастья. Сверху и пониже. Там, походу, такой сад огромный, что такой парк, что есть где разгуляться можно на целый день. Дом обычного итальянского фермера, да. Примерно так. Корзиночку для грибов отдаю Пойдем, машину. к фонтану. А там он учат детей сноркелить. Вон они плавают. Сейчас попробую показать поближе их. Вон там плавают. В общем, если вы будете в Триесте, очень рекомендую посетить эту жемчужину у моря. Замок Мирамары находится всего примерно в 8 километрах к северо-западу от центра города Триест. Доехать можно как на машине, так и поездом от Триеста до станции Мирамары. Есть и маршрутные автобусы. Здесь прекрасно можно провести время как в одиночку, так и с семьей, погулять по парку, полюбоваться морем, насладиться природой. А еще, наверное, будет очень интересно зайти в сам замок внутрь, в музей. Я туда, к сожалению, не попала из-за отсутствия времени, но мне кажется, там тоже есть что посмотреть. А мы покидаем Мирамары и отправляемся в сам Триест, который находится здесь совсем недалеко. Дорога идет вдоль побережья, и все это побережье – это один сплошной пляж. Прямо около Мирамары пляжик платный, со всеми удобствами, а дальше, как я поняла, используется просто обычная набережная в качестве пляжа. Причем, как мне показалось, преимущественно там отдыхают местные. То есть они приходят сюда со своими стульями, лежаками, зонтиками и проводят здесь время около моря. В Триесте мы были очень недолго и передвигались в основном на машине, потому что главной нашей целью был замок на холме Сан-Джусто. Но погулять по всему городу, конечно, нам хотелось, но мы ограничились именно этой частью, именно этим замком, потому что у нас особо не было времени. Может быть, в следующий раз чуть-чуть побольше познакомлюсь с самим городом. Красивые у них эти фонарики. Красивый, видите? И тут только мотоциклы. Ой, видите, мы куда-то заехали. Ну, скажу сразу, нам парковку оказалось найти непросто. Чем ближе мы поднимались к замку наверх, тем меньше было свободных мест, при том, что они все платные. Нам пришлось сделать приблизительно пару кругов по узким улочкам вокруг замка, прежде чем мы нашли маленькое тесное место, от которого уже можно было, в принципе, дойти пешком до замка. Нет, не надо ко мне ломиться. Видите, как Давай.
Она уже там. Все, я уже в теньке, да? Я в домике. А что тут такого? Что тут такого произошло? Почему тут все валяется? Что за бардак? Кто за собой не убрался тут? Поигрались и все побросали. Когда мы подъехали к замку Сан-Джусто, первое, что бросается в глаза, это старые руины у подножья замка. Тут стоят каменные колонны, куски стен, большие блоки. Это все остатки римского форума. Ведь когда-то на этом холме находился центр древнего города Тергесты. Здесь собирались жители, решали дела, торговали, проходили праздники. Сейчас от всего этого остались только фрагменты. Но если включить фантазию, легко представить, как здесь кипела когда-то жизнь 2000 лет назад. Еще раз, что это? Развалины форума. Форум. М. Времен Римской империи. Мгм. А выглядит так, как будто поигрались и бросили. Не убрали за собой игрушки. А так красиво плетется этот виноградик по... Ну, вон то это виноград, это не плющ. Вон тот красный, это такой этот, ну, который не настоящий виноград, а тот, который. Вот тебе больше всех надо. Мне надо. Тебе надо, да? Мои игрушки, да? Подошла сейчас, думаю, что слабо поднимет. Да, как кобель сейчас лапу поднимет, такое ощущение было. Хотя на самом деле ты ни разу не кобель, между прочим. Замашки кабелины. А замашки кобелиные, да. Вот такие элементы тут. Остатки. Лего разбросали и не убрали за собой. Так и валяется теперь несколько сотен лет. А, она решила его укусить. Гля. Что мы творим? Ты что, перегрелась, что ли? Она его укусить хотела. Это что было? Это не кот. То есть оно тут лежало Веками. веками практически, а ты подошла и хочешь укусить. По-моему, у нас собака перегрелась и поломалась. Ты вообще нормальная? Я подходит и пытается укусить. Слушай, она, наверное, просто он холодненький. Все покусала. Не съем такой на вкус. По-моему, у нас собака сломалась немножко. Господи, сколько дурости она всякой делает постоянно. Я удивляюсь ее изобретательности. Креативная девочка. Собака ушла в кусты. Пряталась. А чуть выше, над этими руинами, возвышается сам замок Сан-Джусто. Он уже из другой эпохи. Он был построен в средние века, как крепость для защиты города. Согласитесь, он выглядит более сурово, чем воздушный замок в Мирамаре. Местный боулинг. О, а это миска для оливье. Но с дырочками. Здесь большие каменные стены, простая форма, никаких изысков. Но именно в этом и есть его сила. Он стоит здесь уже несколько веков и напоминает, что холм Сан-Джусто всегда был сердцем Триеста. С этим местом связана и одна легенда. Говорят, что ночью, когда город засыпает, а ветер с моря стихает,
Местные жители, которые живут рядом, слышат иногда, что среди руин есть какие-то шаги и голоса. Будто на форум снова возвращаются римские граждане. Кто-то из местных жителей утверждает, что слышат звон металлических весов, другие шепот, другие слышат, как будто проходят мимо люди в древних одеждах. Рядом с римским форумом стоит главный собор Триеста – Сан-Джусто. Построили его в середине века, примерно в то же время, когда возвели и замок Сан-Джусто. Интересно то, что храм появился не на пустом месте, а прямо поверх старых римских построек, поэтому он выглядит немного необычно. Здесь можно заметить и древние камни, и более позднюю кладку. Внутри также видно, что он словно сложен из разных кусочков истории. Ну и, конечно, с собором связана местная легенда. Говорят, что когда жители стали селиться ближе к морю, внизу у подножия холма, они решили однажды перенести мощи святого Юста в другой храм, чтобы он был ближе к людям, там, где они живут. Но стоило им попробовать сдвинуть гроб, он становился невыносимо тяжелым, а стоило его попытаться поставить на место, он снова становился легким. Тогда решили, что святой сам выбрал себе место на холме, откуда ему лучше видно город, и так он может его лучше оберегать. С тех пор мощи так и остались в соборе Сан-Джусто и хранятся там по сей день. Чашечек не было. Я купила. А, Угу. С видом Триеста. Масенькая. Керамическая, но без ручечки, но нормально. В мои стандарты входит. подходит под требования. Ну, более-менее, да. Ну что ж, пришло время покидать Триест. Честно говоря, в наш маршрут этот город вообще изначально не входил. И мы сюда заехали совершенно случайно. Но я ни капельки не пожалела, потому что я сама увидела много нового и с вами поделилась этим новым интересным местом. А чтобы узнать, куда продолжается дальше наш путь, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте и следите за нашим путешествием. Всем пока!